Одна из достопримечательностей Красноярска – это национальный парк Столбы. Невообразимой красоты место, великолепные скалы, которые находятся рядом с городом в шаговой доступности. Сюда можно доехать на автобусе. Здесь очень много интересных мест. Сюда приезжают со всей России, сюда приезжают иностранцы. Много туристов здесь бывает. Очень интересное место. Сейчас я подробнее вам расскажу, и потом мы с вами побеседуем о том, что же здесь интересного приключилось и почему вообще я сюда приехал. Национальный парк Красноярские Столбы начинается на окраине города Красноярска и занимает почти 50 тысяч гектаров. Свое название он получил из-за разбросанных среди сибирской тайги сиенитовых скал. Их более сотни, одинокие валуны, нагромождение гигантских плит, торчащие каменные пальцы и гладкие глыбы высотой 100 с лишним метров. Кажется, что скалы приняли облик исполинских великанов с угадываемыми очертаниями людей, животных и мифологических существ, с уникальной структурой ходов и лазов. Многие скалы имеют фигурные очертания и собственные имена: львиные ворота, перья, дед, бабка, грифы и другие. Красноярские Столбы – одно из самых посещаемых мест в России. Ежегодно их посещает около 1 миллиона человек. Здесь зародился столбизм. Это скалолазы, покоряющие валуны и утесы. Для посещения открыто лишь 5% территории. Все остальное – это дикие столбы, которые запрещены для посещения. На столбах водятся дикие звери, и нередко здесь встречаются медведи. У меня есть одно расследование, где я следил за человеком, который выходил из пещеры, а потом исчезал в ней. И вот эта пещера находится на горе. И когда я был на этой горе, я сказал, что здесь было дно древнего океана. Так вот, некоторые комментаторы мне не поверили, сказали: да ну, какое дно океана, на горе стоишь, ну какой океан может быть, смеялись там. Так вот, ребята, сейчас я вам кое-что покажу. Как образовались вот эти столбы. Смотрите, вот здесь написано: было дно древнего океана, осадочные породы, а вот здесь магма вырывалась. Затем, когда океан исчез и ветер выдул почву, то вот эти вот, значит, осадочные породы, которые формировались, они превратились вот в эти скалы. То есть мы их видим в таком виде, а изначально это была жидкая лава, жидкая магма, которая потом застыла в этой пещере. Но сверху, вот здесь, вот, было древнее море. Происходило это около 400 миллионов лет назад. То есть 400 миллионов лет назад здесь было древнее море. Вообще оно было как бы практически по всей земле, если кто-то не знал. И материки были совсем не так расположены. Вот. Потом материки, большой материк Пангея раскалывался, и сейчас мы видим материки в современном виде. Но раньше, да, было вот это море, причем вода была соленая. Я нахожусь на восточном входе на Столбы. Здесь есть гранитный карьер, где раньше добывали сиенит. Сиенит – это разновидность гранита. Здесь очень интересное место. Сейчас здесь добыча камня не производится, но все облагородили, стало очень красиво. И вот если мы посмотрим на вот этот карьер, то зимой сверху, вон там, пускают воду, бежит вода, она застывает, и получается замерзший водопад. И по нему лазят, тренируются скалолазы. В Сибири водятся некоторые змеи. Здесь на столбах можно встретить ужа, гадюку и щитомордника. Поэтому, если увидите здесь змейку, то не спешите с ней играть. Посмотрите, как она выглядит. Вот. Гадюка, она ядовитая, но не смертельная, а щитомордник очень ядовитый, очень опасен. Ну, гадюка, прям смотрите, какая она красивенькая. Красота. Так, сейчас 7 градусов выше нуля. А вот здесь есть такая штука, которая говорит нам, как нужно быть одетым при какой температуре. И вот смотрите, при 10 градусов выше нуля они предлагают нам быть
в рубашке и в штанишках. Вот это Сибирь, ребятушки. А если мы отодвинемся вот сюда, при минус 40, посмотрите, вон какая развеселая девчоночка. Минус 40 это красота. Поэтому, ребята, будете в Сибири, знаете, здесь не все так уж и страшно. Пришли, попрыгали, замерзли, вот и получился снеговик. Поэтому милости просим в Сибирь, приезжайте и радуйтесь. Итак, почему я здесь нахожусь? Сейчас мы с Медведем вам расскажем. Столбы открыты круглосуточно для посещения. Конечно, ночью здесь ходить не совсем безопасно, потому что водятся дикие звери. Вот. И вечером, когда было темно, сюда приехал один человек, они набирают воду, и он приехал, воду набрал и пошел прогуляться. Так вот, значит, прогулялся он маленько, идет обратно к машине и видит, белка бегает. То есть ему показалась белка, он решил ее покормить семечками и пошел к ней. Но когда он подошел поближе, то он увидел, что это не совсем белка. Так, место встречи с существом было вот здесь, возле вот этой лестницы. То есть существо вот здесь прыгало, мужчина его заметил и пошел к нему, хотел покормить. А это существо поскакало туда наверх. По его показаниям это было что-то круглое и лохматое, поэтому он спутал с белкой. Но когда он подошел поближе, то не увидел ни глаз, ни ног, а просто какой-то колобок скакал. Существо поскакало наверх вдоль лестницы, и мужчина пошел за ним следом. Существо было маленькое, и он не чувствовал от него агрессии, поэтому сильного страха у него не было. Просто ему хотелось узнать, что же это такое. Первоначально я выдвинул 3 рабочие версии. Первая. Это все-таки было какое-то животное, просто мужчина его не опознал, оно действительно здесь бегало, прыгало, скакало, и он за ним наблюдал. Вполне возможно, это все-таки была белка, потому что они здесь достаточно упитанные, жирненькие, у них пушистые хвосты, и просто он подумал, что это что-то необычное. Вот, что он просто следил за какой-нибудь белкой, либо за каким-то другим животным. Вторая версия. Значит, человеку просто померещилось, был сбой мозга, и поэтому ему просто показалось, что здесь кто-то прыгает. На самом деле этого вообще не было. Многие думают, что для того, чтобы увидеть, то есть какую-то галлюцинацию, это нужно быть либо наркоманом, шизофреником. На самом деле нет. Иногда мозг дает сбой, может быть, есть какое-то аномальное место, когда человек в нем находится, оно на него воздействует, и могут возникать зрительные либо слуховые галлюцинации. А человек при этом может быть абсолютно нормальным. Поэтому вторая рабочая версия — это то, что человеку просто померещилось. Была некая галлюцинация, и на самом деле в реальности никто здесь не бегал, ему просто это показалось. Вот. И третья версия паранормальная, что вполне возможно, действительно здесь было какое-то существо неоткрытое, либо это физическое существо, либо это вообще было существо без физического тела, просто он увидел какой-то энергетический сгусток, может быть, который здесь летал, орб, либо что-то еще, и человек его просто заметил. Вот. Есть 3 версии, 2 как бы реальные и 1 паранормальная. Все это происходило по темноте, примерно в 11 часов вечера. Вот, поэтому я приеду сюда, когда стемнеет, поставлю камеры и попробую помониторить и понаблюдать, появится здесь что-то необычное или нет. Ну что, я приехал к восточному входу на столбы. Пока я ехал по городу, было сухо. Только я подъехал сюда, закапал дождик. Ну, пока что он небольшой, но вот я не знаю, что делать. Или идти, или сидеть в машине, ждать, когда он закончится, или возвращаться обратно. Вот, ну, давайте проведем эксперимент. Спросим у пространства, как быть. Итак, пространство, подскажи, что мне нужно делать? Дай знак. Вот он, это знак. Он говорит, обратно домой не едь, а иди туда, на столбы. Ну что, погнали. Вижу здесь несколько машин. Может быть, кто-то еще гуляет, может быть, работники, а кто-то воду набирает в источнике. Так, вижу, вон люди гуляют, пошли наверх. Ладно, сейчас они маленько прогуляются и уйдут. А мне как раз нужно будет туда идти. Поэтому я дождусь, когда они спустятся, и пойду наверх. Еще какие-то редкие туристы тут бродят. Вон еще 3 человека идут. Вот, сейчас они, значит, уедут, и я пойду здесь все осматривать. Сам визит-центр уже закрыт, то есть рабочих здесь сейчас нет. Пока народ здесь расходится, я сейчас схожу к Сиенитовому карьеру,
посмотрю, как он выглядит, есть там свет или нет, потому что я буду заходить наверх, и нужно будет знать, что там вообще происходит, насколько там хорошо все видно. Я пойду с фонариком, но здесь лес, здесь горки, поэтому может быть достаточно опасно. Так, опять закапал дождик, не знаю, помешает он мне или нет. Надеюсь, дождик долго не будет. Самое главное, чтобы дождь не превратился в снег, потому что здесь у нас такое бывает: осень, идет снежок, потом дождик, потом опять снежок. Вот. Главное не замерзнуть. Ну что я хочу сказать. Значит, здесь есть два здания. Вот они. Вот. И они подсвечиваются. Сам карьер находится вот здесь. И он никак не освещается. То есть здесь подсветки нет. Вот. Поэтому там наверху, наверное, темно. Ну ладно. Темнота – это тоже плюс. Обычно в темноте многое чего происходит. Ну что, ладно, пошли туда-обратно и сейчас пойдем наверх по лестнице. Проследим весь путь, как этот очевидец отслеживал это существо, которое он принял за белочку. Вот, надеюсь, что мы здесь остались одни. Я, паранормальная белочка, ну и, может быть, конечно, не дай бог, медведь какой-нибудь. Ну ладно, надеюсь, Миша уже себе берлогу роет. Так, вот мы подходим к этому месту. Значит, что здесь происходило? Сейчас немножко отследим этот путь. Дело было так. Вот здесь шел человек, и вот здесь, на вот этой лестнице, вот здесь, вначале он увидел, прыгает белочка. И он решил ее покормить, значит, и пошел к ней туда, на лестницу. Вот мы с вами идем, как он. Вот он, значит, к ней подходит, белочка тут скокает, прыгает. Радостная белочка. Вот он сюда подошел, она вон там прыгает, раз наверх. Он пошел за ней, она ему показалась какая-то огромная такая, говорит, большая жирная белочка. Ладно, и мы вот сейчас идем туда наверх, за этой виртуальной белочкой, которую он увидел. И вот он шел за ней, шел, и потом эта белочка неожиданно выпрыгнула. То есть поближе к нему выпрыгнула, и он смог ее разглядеть. Тут он понял, что это вовсе даже и не белочка. То есть, как он сказал, это какой-то был мохнатый колобок, мохнатый кругляшок, какой-то как мячик, волосатый какой-то мячик. Короче, что-то круглое и мохнатое. И вот он, значит, стоит, смотрит на это круглое и мохнатое, вот и не знает, что делать, потому что это не похоже на животное, у него нет глаз, рук, и оно так трясется и подпрыгивает. Вот. Ну, конечно, ему стало страшно. Но этот кругляшок, он ему попробовал семечку эту бросить, но этот кругляшочек ускакал туда наверх. Вот. Ну, этот человек, мужчина, пошел туда за вот этим существом. Ему стало интересно, кто это. Вот шел этот человек, поднимался, вот здесь по лестнице шел, до сюда вот дошел, и вот здесь вот это мохнатый колобок, поскакал он туда, по тропиночке, он ускакал в лес. Ну, что я сейчас сделаю? Значит, я сейчас пойду туда, наверх, и немножко там похожу, поброжу, посижу на камнях. Если это существо этого человека не боялось и вышло к нему, то, может быть, оно выйдет и ко мне. Вот. Поэтому сейчас сделаем небольшую ловлю на живца. Ну что, погнали. Так, идем, опа. А там что такое светится? Так, сейчас дойдем, посмотрим. Показалось, человек стоит с фонарем. Вон там. Вон. Так, ну-ка. Что там такое? Так. Ага, это светится столб. Сейчас подойдем к нему. Так, вот тоже столб. На нем табличка не светится. Так, а вот здесь прям отражающая табличка. Ага. Ладно, идем дальше. Фу, ну что, я отслеживаю свое психофизическое состояние. Вот. Надо иногда останавливаться и прислушиваться.
Пока ничего подозрительного не слышно. Там внизу шумит ручей. Вот, а здесь тишина, ветра нет. Даже деревья не шелестят. С одной стороны, удивительно. Какие-то же звуки должны быть. Но нет, тишина. Ладно, иду осторожно, потому что все равно здесь места такие, что может встретиться и медведь. Вот. И еще какая-нибудь зверушка. Ну, по крайней мере, какая-то паранормальная зверушка здесь точно есть. Да, что с фонариком? Работает? Все, заработал фонарик. Если услышу треск, нужно будет очень быстро сваливать. Так, чем дальше в лес, тем становится все напряженнее. Так, вот я пришел. Вон там видно склад бревен. А вон там внизу, вон там светится вот эти здания, которые под карьером находятся. Дошел до бревен. Тишина. Вообще вот здесь эти бревна так лежат, что очень даже хорошо в них можно спрятаться. Да. Зверушка, ты здесь? Выходи, зверушечка. Ну что, может быть, здесь посидеть, возле бревен? Так, ладно, все-таки сейчас дойду до тех камней и там посижу, а потом, если что, вернусь сюда и посижу здесь. Вот. Ладно. Так. Вот, начались камушки. Ага. Сейчас немножко туда вниз спущусь. И где-то вот здесь, возле камня, я немножко посижу. Так. Вот они, камни. Может быть, это где-то здесь зверушечка прячется. Ну что, небольшая ловля на живца вот здесь, на камушке. Сейчас сяду. Вот. Хороший камушек. И буду здесь сидеть. Так, ну-ка, можно дальше пройти. Ого-го. Здесь тоже камушки хорошие. Показалось, кто-то как будто огукнул что-то. Угу. Не знаю, птичка какая-нибудь, сова, может быть, филин. Так, ладно, здесь посижу, значит.
Так, ловля на живца прошла без результата. Ну, по крайней мере, отрицательный результат тоже результат. Так, что-то куда-то не туда зашел. Тут какой-то бурелом. Вот она. Вот она, дорога. Дорожка. Ага, вот бревна. Кстати, может быть, здесь посидеть. Ну что, возвращаюсь к лестнице. Так, ну что, план действий какой? Сейчас поставлю камеры вот здесь, на лестнице. Здесь светло, поэтому просто поставлю обычные камеры где-нибудь в кусты, спрячу их сильно не видно будет. Затем поставлю камеру, где бревна лежат, и на камнях. Вот, туда я поставлю камеры, которые снимают в темноте, камеры с ночным видением. Вот, а сам немножко уйду в сторону, туда вниз, пусть камеры поснимают. Здесь никого нет, поэтому не думаю, что какая-то зверушка сможет их утащить. Спокойненько камеры ставим, и пусть какое-то время, час-полтора, они пишут. Прошло минут 30-40 после установки камер. Один раз приезжали люди за водой. Все, после этого тишина. Сижу, отдыхаю, водичка журчит. Воздух свежий, красота, медитация на природе. Птица лазит. Или белка. Да нет, это не белка. Сейчас поближе подойду. Вон она, под лестницей. Возле лестницы лазит внизу. Сбоку от лестницы. Круглая, как очевидец говорил. Ну, точно не белка. Да, существо какое-то.
Ничего себе. Скачет, скачет наверх. Так, шарик поскакал наверх. Так. Скачет вдоль лестницы наверх. Скачет по земле сбоку. Так, так, так. И он. Вон он, вон он. Так. Туда наверх ускакал. Наверх, направо. Так. Так, идем, идем за ним. Идем. Так. Куда он там делся-то? По дорожке поскакал. Так. Так. Не знаю, где он. Куда-то сюда ускакал. Короче, пойду по дорожке. Дойду сейчас до бревен. Там камера стоит. Так, ладно. Идем дальше. Где-то он здесь. Так. Так. Что-то шуршит. Похоже, у него где-то здесь логово все-таки вот здесь, в бревнах. Так, 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 так. Может, где-то здесь. Так. Ну, искать его бесполезно. Я сейчас сделаю по-другому. Я сейчас поставлю диктофон, который пишет паранормальные звуки. Может быть, он что-то запишет.
Когда я вернулся в машину, то увидел 5 пропущенных звонков от Паши. Да. Паша, привет. Звонил? Звонил. Что делаешь? По городу еду. Можешь меня забрать? Да, могу. Сейчас кину геолокацию. Подъезжай к забору, где трубы. Так, а это кто там бежит? Кто там? Это Паша. Паша бежит. Погнали, погнали. Что случилось-то? А не важно. От кого убегал? Потом объясню. У тебя как дела, что делал? Да сейчас был на столбах, проводил расследование, там какое-то непонятное существо бродит. О, поехали, посмотрим. Так, Паша, возьми рацию и фонарик. Там кнопочка сбоку. Так, Паша, пойдем вон туда, к лестнице. Значит, смотри, это было вот здесь, возле вот этой лестницы. Мужчина увидел мохнатое существо, круглое, как колобок мохнатый. Затем я его тоже заметил и пошел за ним следить. Он ускакал туда наверх, а там есть лесок, есть бревна сложенные и камни. Вот он где-то там, значит. Вообще, мне кажется, что в этих бревнах у него логово. Вот вполне возможно. Так, пойдем туда. Паша, выключи фонарик, чтобы батарейки не тратились. Значит, вот здесь он скакал. Ага. Вот. Сейчас до верха дойдем. Вот там у меня камеры стояли. Я все подснял. Существо лохматое, круглое. Рук нет, глаз нет. То есть непонятно, как оно передвигается, но это материальный объект. Смотри, вот видишь, тропинка наверх идет. И он вон туда ускакал направо. Там поверху идет тропинка и лежат бревна. Наверное, какую-то избушку хотят делать. И в этих бревнах он шуршал. Ну что, чувствуешь что-нибудь? Мне нужно больше информации. Пойдем к бревнам. Вот здесь он скакал по дорожке туда вдаль. Паша, вон они, бревна, видишь?
Оно здесь. Но негатива я не чувствую. А что это такое? Здесь место силы. Оно генерирует сгустки энергии. А для чего нужна эта энергия? Ей можно пользоваться. Но ее нужно рассеять. А ты можешь это сделать? Да, И ты можешь воспользоваться этой энергией для себя? да. Туда-сюда, вырубай фонарь. Я там буду стоять и это, свечу. Позвони. Рация. Все, на рации, короче. Все, ладно, давай. Давай, пока работай. Так, ну что, Паша работает. Сейчас немножко подальше отойду. Где-нибудь здесь постою. Вот. Возле знака вот этого. У столба постою. Все-таки хорошо работать не одному, с напарником, с Пашей. Вот, сейчас, может быть, он немножко энергией зарядится, ему легче будет. Вот, а то не хочется, чтобы он тратил жизнь за использование своей силы. Вот. Ну, все-таки, блин, классно, когда не один. Паша вообще специалист хороший. Не замерз? Так, ладно, хорошо. Что это было? Что там? Что произошло? Паша, ты где? Паша! Паша, ты где? Паша! Паша, ты где? Паша! Паша, ты где? Паша, ты где? Паша!
Паша, ты где? Андрей, Паша, Паша, ты где? я внизу. Где внизу, где? Меня бросило, я внизу возле карьера. Так, если можешь, включи свет фонарика. Сейчас я тебя найду. Что тут у нас? О, лестница. О, лестница. Паша, Паша, ты где? Вон он, свет, свет. Паша, я иду. Паша. Паша, живой? Паша. Так, сейчас. Паша. Паша, живой? По утверждению Паши, место силы генерирует сгустки энергии, которые материализуются в виде небольшого существа. Их может быть несколько. Они могут подпитывать людей, дома или животных. Эти существа прячутся в лесу, но нередко выходят к людям, чтобы отдать им свою силу. Паша решил рассеять этот сгусток энергии, но выброс силы был такой мощный, что Пашу отбросило в сторону. Он ударился о камни и получил ушибы. Но он сказал, что быстро восстановит здоровье, так как смог напитаться светлой энергией.